Здравствуйте, меня зовут Роман Аранин, серийный социальный предприниматель, порядка 10 разных уже реализованных проектов, директор фабрики Observer, на которой мы делаем инвалидные коляски, и отдельно еще председатель общественной организации инвалидов «Ковчег». У меня есть любимое место здесь, в Калининградской области, Волжская коса, и на ней находится самая высокая дюна в Европе. Ты поднимаешься наверх, у тебя слева Балтийское море, а справа Куршский залив. Уникальное, красивое место. И оно у меня было любимым еще в прошлой жизни, но потом, когда оказался в коляске, туда фактически для колясочника попасть невозможно. И была мечта сделать коляску, на которой я смогу сам туда подняться, смогу взять там ребенка своего и вместе с ней туда подняться, чтобы она знала, что папа может. Поэтому первая идея была просто про коляску-вездеход, и отсюда Observer, обозреватель, потому что ты стоишь наверху и обозреваешь вот эту красоту. Когда папа начал нам говорить про то, что он собирается строить фабрику, у него это изначально было, по-моему, вообще как шутка. Он говорил, что я хочу маленький заводик себе, и все. И мы смеялись, потому что в то время там не было производства очень большого, и, в общем, дела были не прям очень хорошо. И поэтому я помню, мне тогда было лет, 14-15, я не понимала, о чем он вообще говорит. Мне казалось, что это только шутки. И потом он говорит, что он купил, что ему там дали землю. Потом, что началось строительство фабрики, и это все началось так быстро, мы вообще не были к этому сами готовы, мы не верили вообще в то, что это правда происходит, потому что настолько, то есть даже мы не могли поверить, что он может это сделать. И после строительства фабрики уже ничего не кажется из того, что папа говорит, ничего не кажется шуткой или мечтой, ты понимаешь, что если он решил, что он это сделает, то это правда будет. И мы не всегда понимаем вообще масштабов происходящего, то есть мы приезжаем на фабрику, и мы каждый раз в шоке от того, как все красиво, как все меняется так быстро. То есть фабрика построилась, по сути, за год. Да. Причем это был год пандемии, то есть 2020 год. Она на глазах у нас выросла. Я не думала, что можно так быстро что-то построить. Мы начинали с моим другом, одноклассником, гениальным инженером Борисом Ефимовым. Мы вместе в школе когда-то дискотеки делали вместе, паяли светомузыки. То есть в такую авантюру, как фабрика, без него я бы точно не ввязался. Мы начинали в 2009 году с колясок-вездеходов. Борис фактически для меня сделал специальное устройство. Я на него сейчас смотрю, это 2 дуги, моторчик, которые перемещают сиденья в зависимости от перемещения углона шасси. Выложили видео, нас загнал оператор для красивого кадра на лестницу, а коляска по этой лестнице поехала. Мы выложили видео, и на нас посыпался шквал, на самом деле, запросов, причем не только из России. И мы поняли, что это, на самом деле, может быть бизнесом. Это был 2009 год. В 2013 году мы подались в фонд «Наше будущее» с проектом по сети мастерских по ремонту колясок. Это было второе направление у нас. Потом плотно занялись доступной средой. Но на самом деле в мастерскую по ремонту ты можешь взять 2 человека, 3 человека. А появлялись новые люди, симпатичные тебе, в таком же положении, грубо говоря, как ты, находящаяся. И надо было куда-то расти. Мы посмотрели по таможенной базе и увидели, что государство завозит до 10 тысяч колясок с электроприводом, и они все импортные. То есть вы заплатили налоги, я заплатил налоги. 1 миллиард рублей ушел китайцам, немцам и голландцам. Мы решили, что надо часть этих денег оставить в России. Я вам по секрету скажу, что здесь инвесторы — это только я и Борис Владимирович Ефимов. То есть здесь нет никаких внешних денег. То есть мы сначала с этой идеей встретились с премьер-министром. Ему идея понравилась, он ее поддержал. Потом неожиданно так совпало, что федеральный Минпромторг
решил развивать собственную отрасль по производству технических средств реабилитации. И были на самом деле в очень, на мой взгляд, такие грамотные условия, по которым нам компенсировали 50% зарплаты производственного персонала, нам компенсировали 50% стоимости комплектующих, аренду, еще что-то. И мы вот стартанули с этой вот программы федерального Минпромторга. Встретились с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Ему рассказали об этой идее, она ему реально понравилась. Мы вместе ходили вот по этому полю, это было, наверное, года 3 назад. Вот. Я ему аргументировал, почему фабрика должна быть именно здесь, потому что буквально 40 километров отсюда, это польская граница, это берлинская трасса, мы сейчас с вами находимся на старой берлинской трассе. И у всех людей, которые въезжают в Россию, в Калининградскую область и в Калининград из Европы, первым впечатлением от России будет как раз вот наш красивый английский газон и симпатичная фабрика с зеленым кантиком. В результате через Фонд развития промышленности Калининградской области губернатор занял нам, это не подарок, я подчеркну, на 7 лет порядка 80 миллионов рублей под 1%. И, собственно говоря, мы получили в 2019 году, 20 сентября, разрешение на строительство. В этот же день загнали первый экскаватор. С сентября 2020 года мы уже переехали на фабрику и перевезли сюда все производственное оборудование. Вот считай, 1,5 года мы уже работаем. То есть вот на данный момент у нас сейчас работает 65 человек, из них 15 это люди в коляске. Мы выиграли несколько президентских грантов, на которые там реализовывалась и мастерская, и еще какие-то интересные вещи, и служба поддержки, и прокат. И с легкой руки посла консула Евросоюза Маркуса Эдерера, с которым такие прямо дружеские отношения установились, мы тоже выиграли 2 европейских гранта, 3, на самом деле уже 3. Вот. По первому мы как раз построили вот эти коттеджи для сопровождаемого проживания. На них же сделали реабилитационный центр. По второму он был небольшой, это было в рамках помощи во время пандемии. Мы развезли такие прямо хорошие продуктовые пакеты, которые, такие, килограмм на 20 и прямо качественных продуктов с красной икрой и со всем остальным. И в рамках 3-го гранта мы сейчас тоже реализуем этот реабилитационный центр. Даже идея вообще написания этого гранта по Евросоюзу, который мы выиграли грант на строительство коттеджей, на организацию реабилитации, естественно, это была его идея. И мне, когда он предложил написать этот грант, мне это, конечно, очень понравилось, потому что эта тема была моя, я до этого работала в министерстве, занималась вопросами инвалидов в нашем регионе. В принципе, у нас получился такой тандем, его какие-то креативные идеи, моя какая-то база. И так создался этот проект, который, конечно, сейчас, когда-то он был на бумаге год назад, 2, а сейчас мы видим это все воплощение в жизни. Это, конечно, здорово. О нас уже знают в регионе, и не только. Но мы пытаемся прямо отточить взаимодействие с нашим Министерством здравоохранения. И в идеале, когда, не дай бог, случается такая травма, человек ломает позвоночник и попадает в больницу, нам об этом сообщают. И мы тогда, наши специалисты, которые там в функционалах направлены на это, выезжают прямо туда, в больницу, знакомят его, что это не так все понятно, что это страшно, но это можно пережить, и с этим можно будет жить дальше. Потому что, конечно же, огромный психологический шок у самого человека, у его родственников. Для того, чтобы даже и родственникам сказать, что так, вам надо обратиться туда, сделать это. То есть мы даем пошаговую инструкцию, как в этой ситуации вести. И, собственно, после прохождения всех медицинских этапов реабилитации
мы его забираем сюда, к нам в реабилитационный центр. Помогаем с физическим его состоянием, да, делаем все необходимые процедуры, которые у нас здесь имеются. Но мы еще его и учим, как можно жить в этом новом теле. Мы максимально показываем, как можно адаптировать те или иные предметы быта, как можно пользоваться, даже если у тебя не очень хорошо работает рука, с помощью разных приспособлений, чтобы самому кушать. Дальше, после того, как он начинает принимать уже свое тело и учится в этом теле, в общем, жить в новом, мы его выдергиваем на лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, просто пытаемся вот тот этап, на который я потратил 5 лет после травмы, да, мы его здесь пытаемся сократить до курса молодого бойца и сделать его там 6 месяцев, чтобы через 6 месяцев человек был опять готов вернуться в нормальную большую жизнь. Полноценно социализированный, принявший себя психологически, у нас психолог, кстати, вот. И пока он не успел очухаться, пока он у нас здесь еще находится, куда-нибудь поставить его к сборочному столу, собирать коляски или там закладывать трубы в кондуктора робота-сварщика, или если ему захочется быть там, не знаю, офис-менеджером, то дать ему вот такую новую специальность. Ну, то есть все, грубо говоря, в одном месте и комплексно. Вот такая идея. Есть какие-то обычные инвалидные сложности, когда тебе просто 2 часа ты посидел, тебе надо перевернуться и час полежать на животе, и ты этот час вычеркиваешь фактически из жизни. Ну, я уже научился, я просто все звонки, грубо говоря, концентрирую на этот час на животе, и в это время у меня там телефонные переговоры. Все наши ограничения, они на самом деле в голове. Надо убирать эти барьеры, возможно, абсолютно все. То есть, если вы для себя решаете, что это возможно, вы правы. Если вы решаете для себя, что это невозможно, вы тоже правы. Но это только ваш выбор. Я уже убедился, когда ты идешь в правильном направлении и делаешь какое-то правильное дело, автоматически Бог это все видит, и у тебя появляются на твоем пути правильные люди, появляются деньги, и ты кое-как успеваешь переставлять ноги, чтобы двигаться, потому что тебя прям Бог подталкивает в этом правильном направлении в спину.